Всем здравствуйте, я Натали, и сегодня мы пройдемся по российским знаменитостям. Наконец-то у меня будут знаменитости, которые сделали татуировки не так давно, и вот здесь я уже могу разойтись пожестче, потому что претензии сейчас намного строже, так как татуировка очень сильно выросла, и мастера уже обладают огромной возможностью обратиться к YouTube, к другим мастерам, куча пособий, куча видеоуроков. И если татуировка сделана плохо, это уже ответственность профессионала. И первый, о ком мы сегодня поговорим, это будет Филипп Бедросович, его величество Киркоров. Первое, что хочу сказать, что эта татуировка прям очень свежая. И, конечно же, у Филиппа Бедросовича огромный доступ к денежному ресурсу. А поэтому явно мастера он выбирал не по цене. И это очень видно. Во-первых, посмотрите на роскошнейшие растяжки грейвоша на его спине. Какие они мягенькие, плавненькие. Мастер явно крутой. По поводу расположения и компоновки. Все очень даже неплохо. Я уверена, что такие люди, как Филипп Киркоров, они сложные, потому что у них есть установки, то, как они видят татуировку. И явно мастеру было сложно убедить его в том, чтобы сделать дизайн правильным. Думаю, скорее всего, там четкое было понимание. Вот я хочу свой герб, он должен быть вот здесь, а потом они что-то еще добавили. В общем, татуировщику пришлось несладко. Должна сказать, что татуировка выглядит недоделанной. Думаю, или Филипп не дотерпел, или они просто еще не закончили. Но качество на уровне, компоновка слабовата, но я думаю, что это из-за претензий Филиппа Бедросовича. Выполнение прям обалденное, контурочки ровненькие, покрас черный очень плотный, грейвош мягкий, плавный. Явно человек, который делал эту татуировку, знает, с чем он работает. Несмотря на то, что, кстати, Филиппу Киркорову много лет, а это влияет на качество кожи, с возрастной кожей чуть сложнее работать, здесь мы вообще не видим этого. То есть явно мастер с большим опытом за плечами. Этой татуировке я поставлю... Я сказала, что я буду жесткой. Я поставлю ей 7. Да, технически она выполнена на 10. Но вот баллы за компоновку чуть-чуть сниму. Но, опять же, я не знаю, какая была ситуация и какое было пожелание у самого клиента. Поэтому так. Ну а прежде чем я продолжу, я хочу вас попросить, чтобы вы поставили видео на паузу, подписались на канал. Буду вам очень благодарна. Следующий у нас на очереди скриптонит. И его татуировки прямо-таки тоже свеженькие. Ну, я думаю, самой старой татуировки лет 6-7. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, значок Супермена, потому что сделан он ярко, детально, контрастно, по размеру хорош, технически сделана татуировка суперски, обалденно. Сюжет, конечно, я ставлю под сомнение, но это уже вкусовщина. С технической точки зрения, если бы мы оценивали только эту татуировку, это была бы 10. Но татуировок у нас великое множество, поэтому пройдемся и по ним. По поводу вот этой татуировки на плече хочу сказать. Здесь мы видим похожую концепцию, как была у 50 Cent. Классно, стильно, размер хороший, но очень много мелочей, пятен, из-за чего опять глаз бегает. В целом, это даже ракурс такой сбоку, и даже несмотря на это, я более-менее могу разобрать, что там набито. Поэтому этой татуировке я тоже ставлю плюсик, классная, отличная. А вот внизу на руке происходит какой-то чат кутежа во мраке ада. Не видно ничего, непонятно ничего, кроме надписи вот здесь Family. Хотя места здесь очень много, и расположить можно было намного лучше. Очень часто так бывает, когда человек делает одну татуировку, а потом пытается сделать из этого рукав. И если эта татуировка первая была неправильно вписана композиционно, то татуировщику потом очень сложно. Ну и клиенту тоже, потому что получает на выходе он вот такую кашу. Некрасиво, нечитаемо. Ну что ж поделать. Надписи на груди, вот под грудью и животе, а еще вот здесь у нас есть, да, тоже мы их обсудим. На плечах тоже сделано неплохо. Немножко вот у нас под грудью и на животе это все поплыло, но они выглядят самыми старыми, надеюсь, что это так. А надписи вот здесь, это цифры 1990-е, да, видимо, год рождения, я не знаю. Классно, я бы сделала чуть больше. Ну, технически выполнено прикольно, шрифт классный, все нравится.
В целом, если усреднять значение, да, то татуировки хорошие, достойные. Явно он выбирал мастера, и явно он подошел ответственно. И что я могу сказать? Конечно, если бы он делал их сегодня, они бы, скорее всего, отличались и были бы лучше. Поэтому и оценочка моя будет тоже такая. Давайте, наверное, 5 ему поставим. А вы в комментариях, кстати, пишите, что вы думаете, согласны вы со мной или нет. Теперь пройдемся по Сергею Орлову. Хотелось бы сказать катком, но не получится, потому что татуха обалденная. Явно она не старая. Явно татуировщик знал, что он делает. Расположено все анатомически великолепно. Все каноны классической Японии у нас здесь присутствуют. Все соблюдено по контрасту, по яркости. Все супер. Единственное, чуть-чуть, позвольте доколупаться по поводу татуировки на колене. Это хризантема. Я, конечно, это вижу из-за масштаба, но хотелось бы ее немножечко либо побольше, либо чтобы ее лепестки расходились по ноге, потому что она очень сильно скучковалась на колене, и из-за этого она более мелкая, чем другие элементы, и поэтому она хуже читается. Но должна сказать, что колено — это самое сложное место на ноге для компоновки, как внешняя часть, так и внутренняя. Поэтому очень часто здесь бывают такие ошибочки. Но я бы даже не сказала, что это ошибка, скорее небольшой недочет. В целом здесь мы видим хорошего, яркого представителя японской татуировки в виде забитой ноги Сергея Орлова. Особенно хочу выделить вот эти вот очень красивые фоны вот здесь. Как же они красиво вытягивают ногу, ложатся по анатомии. И карп у нас вот здесь вот по динамике идеально ложится на анатомию его ноги. Просто супер. Мне, конечно, не хватает немножко вот здесь на фонах подобной истории, но у нас на самом деле есть на это претензии. То есть здесь идет фон вот так, а здесь вот так. Ну почему бы не загнуть вот сюда сильнее, чтобы это читалось? Ну да ладно. В общем, если утрировать, если говорить честно, то такой татуировки на тату-фестивале ей, может быть, бы и поставили поменьше, но мы с вами не на тату-фестивале. Я поставлю 10. Это хорошая татуировка, которая с годами сохранит свою привлекательность, и которая ему очень идет. Пройдемся по молодому бизнесмену Алишеру Тагировичу, а.к.а. Моргенштерн. Много вопросов и так мало ответов. Что могу сказать? Татуировки, конечно, вызывающие, потому что здесь мы будем говорить о татуировках на лице и на шее. Но если, допустим, татуировка 666, вот здесь, она у нас расположена более-менее анатомически правильно, она не отвлекает внимание от мимики и смотрится достойно, так же, как и нотки вот здесь, допустим, в принципе, окей сидят, то вопрос к самому Моргенштерну под глазом остается открытым. Для чего он сделан так жирно и так неровно, вопрос, конечно, к татуировщику. Но столько возможностей, можно было уже осветлить ее, обновить, подконтурить. Почему до сих пор этого не сделано? Думаю, конечно же, пофигу в целом ему на его татухе. Но это все-таки товарное лицо твоего бренда, почему не привести его в порядок? Может быть, здесь стремление выглядеть как какой-нибудь Post Malone, я не знаю, но факт остается фактом. Вот к этой татуировке у меня есть претензии. И связаны они в основном, конечно, с техническим аспектом, то есть с тем, что она неровная, не очень стильная, не очень красивая. То есть можно было бы сделать тоже Моргенштерн, тоже в графике, просто более тонкий и изящный. По поводу татуировок на шее. Ну, они неплохие. И они, в принципе, почти нормального размера. Я бы чуть-чуть побольше сделала и расположила их чуть-чуть диагонально по мышцам. Но в целом, ну, не так уж и плохо. Единственное, ну, они, конечно, от времени подвыцвели. Обновить бы их, но а так классно. Правда, добро, хорошие слова. Что мы поставим Алишеру? Конечно, мы не можем сравнивать такие татуировки с татуировкой Сергея Орлова с художественной точки зрения, потому что там у нас татуировка очень сложная, анатомически правильно расположенная, которая несет в себе культурную ценность Японии. И, конечно же, делали ее не один сеанс, не один час, а, думаю, несколько лет, может быть, даже. Тогда как здесь у нас это 3 сеанса по 20 минут, конечно.
Самый большой вопрос в таких ситуациях, как, допустим, с Моргенштерном, у меня вызывает понимание того, что у этих людей есть возможность заплатить и обратиться к профессионалу. Ты ходишь в брендовых шмотках, покупаешь себе дорогие машины, и для тебя это важно. Но почему же тогда татуировки в таком ужасном состоянии? Что за неуважение к собственному телу? Большой вопрос. Я Алишеру поставлю 10 за старание, 3 за результат. Простите, пожалуйста. На сегодня у меня все. Дайте знать, что вы думаете, согласны вы со мной или не согласны. Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем с вами вместе обозревать дальше татуировки знаменитостей. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока.